Всем привет, с вами команда Valorant Gambit Esports. Сегодня мы отвечаем на вопросы фанатов, так что подписывайтесь на канал, если хотите больше видео, ставьте лайки, и мы на все будем отвечать. Пишите в комментариях. Первый вопрос от Лактивия. Valorant стал или станет лучше, чем CS? Как вы считаете? Нац, принимай гранату. Вообще или только наш регион берем? Ну, если Сейчас вообще, или мне вообще? кажется, то лучше станет однозначно. А если только наш, то сложно судить, учитывая, как он развивается, исходя из некоторых причин. Но мне кажется, да, лучше будет. Мне кажется, знаешь, в нашем регионе он через Время. лет 5, наверное, или через годик 4, может быть, будет уже преобладать. Но в нашем регионе сложно, а вот всякие, если Америку брать, где он уже, всякие другие регионы. С Европой да. где-то там борются как-то, а у нас пока борьбы такой нет. А именно если не брать киберспортивную часть, а вот просто как игра. Считаете, что уже Valorant лучше, чем CS, или что он станет в будущем, и что ему нужно, чтобы стать лучше? Не, ну как игра, мне кажется, она получше, ну типа для меня, потому что вариативности очень много комбинаций можно придумывать за счет разных персонажей, разных сетапов. То есть выглядит намного интереснее, что-то новое, чем в CS. В CS-то уже все одно и то же, уже сколько лет? 7 лет там придумывают раскиды, еще что-то новое, а по сути все одно и то же. А здесь там один персонаж может все перевернуть, и тебе нужно опять заново подстраиваться. То есть нету одной меты, и ты по ней постоянно играешь. А тут надо постоянно подстраиваться. В Valorant меньше развлекательного контента, чем в CS. То есть в CS люди сами могут что-то добавлять, то есть сюрбы, хоп, это же самое очевидное. А у нас в Valorant, то есть то, что разработчики добавят, то и является развлекательным контентом. От Катикон Дрип. Удивило ли вас, как изменился Valorant за последний год? Давай, Байден. Нет, не удивило. Ну, все ожидаемо, на самом деле. Меня единственное, что смущает, это развитие СНГ региона, а так все четенько. Да все отлично. Все пойдет. Все по кайфу. Новая агент Ладно. отлично. Карта и так далее. Харон, давай добивную, разрывную, давай. Ну, да слушай, да в всё целом отлично. за год на самом деле много чего добавили. Во-первых, пул с 3 до 6 карт увеличили. Героев с 10 до 16 вроде, если я не ошибаюсь. И это в целом огромные цифры и показывают, насколько рилты прямо работают над своей игрой. И я считаю, это прямо хороший результат для них. Они, конечно, еще помимо этого много чего обещали в самой игре, и они этого до сих пор не сделали, но я думаю, это можно списать на какие-то другие факторы, там, не знаю, ковид или всякое такое. У нашего состава появился новый партнер – букмекерская компания Лига Ставок. Они не только помогают нам во всем, в том числе и в производстве контента, но и приготовили подарки для фанатов Gambit. Переходи по ссылке в комментарии и смотри видео дальше. Следующий вопрос от Тимофея Журавлева. Нравится ли вам система MR12, то есть победа на 13-м раунде, или хотели бы режим с MR15, как в CSGO, или вообще какую-то абсолютно другую систему? Могу я ответить, в принципе. Давай, Тимофей, поехали. В целом, конечно, можно было бы оценить MR15, как бы он работал в Алике, но для этого нужно сейчас менять экономику, в принципе, весь баланс в игре. И я не знаю, MR12 как система тоже хороша, и мне кажется, ни у кого нету каких-то проблем с ней. Не да, что здесь с такой системой проще камбэкать, но мне кажется, это не серьезная проблема. Да, по-моему, просто система балансная, они как ее выстроили, то есть экономика и раунды, просто эта игра тебя не прощает за ошибки. Если ты там улажаешь, не сейвишь девайсы, рано или поздно ты просто выключаешься из игры, и ты уже нагоняешь противника, а не он тебя, просто за счет твоих ошибок. Здесь надо просто меньше ошибаться. Все, поэтому это очень классная система. Следующий вопрос от Дэна Новака. Ваш самый запоминающийся хайлайт за карьеру? И добавляет он, что Дефо ты лучший. Но мне вспоминается, где я 2 дабла дал. Gambit esperando. Cualquier pico. Y Defo que va a intentarlo. Defo que te dice que por aquí no pasa. Va a intentar la siguiente. Con lateral del chaval. ¡Ah! ¡No me lo creo! У меня финал против Форзов на бинде, пистолетка. Эйс. Ага, а вот так. А вот такой вот кружочек. Плохой кружочек! Какой плохой кружочек! Это что? Что происходит? Это Аяс! Дефолтные моменты, все.
Давай, У тебя на Бэндер, давай. айсбоксе Я лучший хотел это момент. сказать. Когда что скажет, да. Я так не хотел помню уже. сказать. У тебя на айсбоксе момент, когда А, ты тот четверых- момент, этот Да. фол был. А, Ага. У меня нет хайлайтов, ты чё? Я 5-3-4 хайлайт. 5-3-4, да, хайлайты, все. Не, у меня в голове только раунды, именно когда прикольно были заколены, или вот против FPX, помните, на айсбоксе? Да, у меня вообще нету моментов, я нуб полный. Ну, на Рейне, да, против No Pressure? Да Ну, какой антифраги это там, для меня опытные версии. нуб момент, это нубовый. Следующий вопрос от Д. Мищенко. Хотели бы вы, чтобы можно было банить агентов? В будущем, да, сейчас нет. Пока рано еще, да. рановато, да. слишком мало слышь, агентов. Слишком мало, да. Через агентов. Вот годика 2, наверное. Вот если их там будет 30-35, вот тогда уже можно будет что-то поговорить. Карты, И блин, вот прикиньте, если будет 150, тогда можно поговорить, в принципе. прикиньте, как они сейчас такой тенденции, как карты выпускают, там через года 2 12 карт, ты должен, короче, их подготовить, еще там ответы, короче, шизанутые будет. Best of 12. Следующий вопрос от Маэстро. 5 сильнейших команд в мире на данный момент, включая Гамбит. Я не знаю, я не смотрел корейские Challengers, типа японский тоже не смотрел, и все остальные, типа, тяжело сказать. Ну, вот если мы сравниваем европейский регион, то, мне кажется, первые сейчас определенно Асценды. Мы будем вторые, короче, парни. Типа Асценды первые, мы вторые, третьи будут FPX, четвертые G2. Да чего же мелочиться, первое мы, наверное, еще будем, да? Не, а пятый я не знаю. Блин, а вот Гилды хорошо выступили. пока, Ну, наверное, кстати, гилды, два да, Masters. все-таки. Следующий вопрос от Странного Торта. Как вы оцениваете текущий состав G2? Он лучше или хуже предыдущего? Ну, мне кажется, он Фанат. лучше, потому что у них появилась как минимум структура, у них появился отчетливый капитан. Если раньше у них говорили все, как бы, то сейчас у них есть main call. Плюс у них, мне кажется, индивидуально люди сейчас выступают лучше. Если вспомнить G2, которые уже распадались, вот там видно было то, что по индивидуалке люди проседали. А если сравнивать лучшее время G2 тогда и сейчас, то по факту, мне кажется, вот то, что появился EGL, они будут лучше выступать. Этот фактор сильно повлияет на них. Следующий вопрос от Fash33. Что бы вы понерфили или наоборот бафнули в Valorant? Мне вот не нравится то, что Астра может вытягивать, когда ты дефаешь. Вот, типа, она тебя может сосалкой вытягивать. Я считаю, до этого было балансно, то, что когда ты ставишь пачку, тебя может, типа, высосать. А когда ты дефаешь, если тебя высасывает просто из этой пачки, ты не можешь 4 секунды дефать пачку нормально, и это как-то жестко решает. А поднял бы... Да, наверное, ну, самый банальный ответ — это Йору, там поднял бы по обилкам, хочешь, чтобы он играбельный стал. Наверное, Йору. Я бы Фениксу ульту 7 орб сделал. Да и Йору бы, да, как-нибудь бафнул, чтобы он хоть как-то пикался, хоть где-то. Не раз в 100 игр. Ну, не знаю, ему как-нибудь телепорт бы, наверное, покруче бы сделать. А то его слышно за километры, когда он тпшит, и, типа, все понимают, где он находится. Че, я бы, наверное, бафнул Йору и понерфил эмочку до 25 патронов, Вот так вот, да? чтобы крипы всякие не могли убивать. Давай, Хрон. В целом, я не знаю. Я всем доволен в игре пока что. Да, также Йору бафнуть. Следующий вопрос от Владислава Крипова. Какие ошибки часто допускают про-игроки в начале своей карьеры в Valorant? Прыгают по командам слишком часто. Они ищут ошибки в других, а не в себе. Типа, когда вот приходят, они всех на других просто такие: да ты там плохой, а я У нас Игорь этим Д'Артаньян. занимается. Я думал это сказать, но думал, ладно, пофиг. А тут Игорь начал об этом говорить. Следующий вопрос от Коляна Доброго. Вопрос к Редгар. Сложно быть капитаном в таком коллективе с очень сильными игроками? Есть ли сложность по индивидуальной игре из-за роли капитана? И вообще должен ли капитан настреливать и кэрить? Ну, я бы сказал, благодаря Андрюхе, тренеру, не так сложно. Я думаю, если бы не было бы Андрея, то было бы сложно, потому что когда ты как капитан начинаешь, там, к примеру, говорить людям какие-то ошибки, люди это, ну, иногда в негатив воспринимают, а иногда нормально. И когда, если первый вариант идет, то что люди в негатив воспринимают, то тогда им становится меньше хотеть с тобой играть в одной команде. Вот. Когда иногда это может говорить, ну, типа, тренер, то как бы все это воспринимают уже по-другому. Да, это тренер, типа, то-то-то, надо слушать, он как бы шарит со стороны виднее и так далее. Вот. Конечно, я тоже говорю за какие-то моменты, когда это касается игры, вот, но в основном 50 на 50, типа, как-то меняемся с ним ролями. В плане индивидуалки, типа, ну, капитан не должен проседать. Типа, я, допустим, работаю, но не всегда это получается. Вот, чтобы не проседать по стрельбе. А так, просто выполнять свою работу и не думай о счете. Надо просто делать свое дело, и неважно, на какой ты роли. От Мификса Мификсова.
Какая карта из CSGO или, в принципе, из любой игры Counter-Strike подошла бы больше всего для адаптации в Valorant? Мне кажется, Мираж. Мираж. Почему Мираж? Просто, ну еще со времен КС миксовая карта, на ней все умеют играть. А-ля как Heaven, типа. Также есть мидл, есть крайняя. Мне кажется, в Valorant бы подошла такая карта либо Overpass, либо Cobblestone. Ну, вот мне Cobblestone нравился, типа... И чем бы он подошел Valorant, за счет того, там такие же энглы есть, которые нужно распикивать, такие же есть фаст-перетяжки. Короче, мне кажется, Cobblestone бы, наверное, подошел бы очень хорошо в Valorant. Парни, вы что думаете? Даст, может, не знаю. Тоже думаю, Dust 2 или Мираж. Самые такие простые карты миксовые. Я не коэсер, не мне решать. Давай из Апекса карту бы перенес бы в Valorant. Конечно, каньон. Следующий вопрос от Хайraz. Вопрос к Аязу. Как держать хладнокровие и разносить в клатчах? По поводу хладнокровия, как разносить клатчик, ну не знаю, на самом деле сложный вопрос. Мне просто это очень нравится, и, наверное, самое главное, чтобы Нравится. максимально правильно это разыгрывать. Тебе нужно по клатч просто- еще выигрывались. Да. Нужно просто разбирать моменты, то есть ты разыгрываешь клатч и думаешь, как ты мог сыграть иначе. То есть ты его выиграл без разницы, думаешь, как можно было сыграть по-другому, правильно, неправильно, проиграл клатч, то же самое думаешь, у тебя так больше пополняется вариативность твоя, а хладнокровие это банальная уверенность. Если ты выигрываешь клатч, ты и будешь хладнокровным. Без уверенности никак. Следующий вопрос от рядового Шпака. Сколько часов вы тратите на тренировки? Индивидуально 0 и общий 10-8 часов. 8-10. Индивидуально 0. Ну, допустим, там 2 часа просмотр демки, 2 часа индивидуалка, и там у нас 8-10 часов командный. Ну, так не каждый день, но это в среднем, я бы сказал. То есть в один день... Окей. 5 из игр, привет. 5 минут боты и 1 ДМ. Вот так, нормально, не нолик будет. В основном все, я считаю, должно Теорик. быть от настроения. То есть, если у тебя есть настроение, там, к примеру, после 6, там, 8 праков, там, еще ММ поиграть, то ты идешь и играешь ММ. Все по желанию должно быть. А тоже по настроению всегда. Можно и много ДМ сыграть, можно мало ДМ сыграть. Можно вообще не играть. Следующий вопрос от Фира БД. Кайо войдет в мету? Ну, Думаю, 50 да. на На 50. определенных Никто картах, еще да. не знает, да. Я бы сказал 50 на 50. Но он на бумаге сильный, но просто вопрос, как быстро к нему привыкнут и найдут контрплей, или наоборот, как быстро все поймут то, что он имба, и начнут его постоянно использовать. Здесь уже зависит просто от всех команд, подходит ли под плейстайл им это или нет. Потому что все-таки, мне кажется, он будет играть уже без керри. Если вы играете с Кают, надо играть без керри. Следующий вопрос от Спектрум. Расскажите самую смешную историю, которая происходила между вами в команде. 5.34 бахнуть и всё. Нет, ну самое смешное, Варифане. это 5.34, наверное. 5 кило, Это- 34 смерти. Да, это у меня против игры Крауд. Типа счет был 5-34, мы уже с этого просто уже смеемся. Ну, Заезжено. поиграли, но и можно посмеяться. Ну, короче, сейчас все зрители поймут, что мы принижаем Игоря в составе. 5.34, троллин тут. Да, поговори, когда ты на бриче только будешь играть. Не, ну а так история не, реально что-то не вспомню. Ото Дракула спрашивает, что бы вы хотели добавить нового в Valorant и от чего бы избавились? Я Взлетай. бы избавился от моликов, от постплана этой, типа, меты. А добавить... Да ничего бы не добавлял. Хочу, чтобы Рейза на буполках в растяжку влетала, а не ломала ее. Не знаю, я хотел бы, чтобы если ты отвернулся от флешки, то она тебя не флешила. Ну, потому что очень часто сейчас, вот я даже заметил, с новым патчем, когда они флешки порезали, ты на нее смотришь, если ты даже отвернулся, ты все равно фуловый. То есть как-то это особо вроде не решает. Но если ты заранее стоял, к примеру, спиной или ухом к этой флешке, когда она только влетела, и ты на нее развернулся, то ты уже не фуловый. То есть как будто игра считывает начальный момент, когда ты, ну, эта флешка, она контактирует с тобой. Вот добавил бы персонажа, который может вот молотовые, может быть, Молики. тушить. Да, либо тушить, либо чтобы они какой-то барьер ставят, чтобы от него отскакивали все гранаты, любые там. Ну, я бы ничего не убирал, я бы добавил, чтобы в компетитиве, на праках там и на турнирах был урон под своим, когда стреляешь как кейс. Потому что иногда люди мне калят, что через своих стреляют, и своего типа 0 урона, а других убивают. Понятно, своих убивать хочется, походу. Тимур Исмурзинов спрашивает, Вандал или Фантом? И почему? Ваше предпочтение. Фантом. Я постоянно на этот вопрос отвечаю на стримах. Я устал.
Не знаю, я сказал, и я сейчас сказал бы Вандал, но я сейчас так бы и сказал, ну и скажу, наверное. Но я сейчас решил потестировать Фантом, я с ним никогда не играл до этого, я решил, ну прям, чтобы намеренно. Может быть, буду тестить, там, когда в упорных позициях играю, к примеру, в дефе Фантом, а во всех остальных, типа, Вандал. Ну, просто потестить, посмотреть. Может, там при различных ситуациях можно разные пушки взять. Мне лично без разницы. Я с системой играю, всегда по ситуации использую оружие. Поэтому ничего не могу сказать больше. У меня Вроде нам фантом играет. против лоуба, а вандал нормальных. Следующий вопрос от Платонии. Назовите любимого агента вашего. У меня джетка. Люфер, шляпник. Рейс. Вообще без понятия. Мне много кто нравится. Не знаю, и Сова, и Оман, и на Астре прикольно играть. И на Бричейн. Ну, я не знаю, мне на всех нравится играть. Я могу сказать, на ком мне не нравится. Мне не нравится играть на Сайфере и Killjoy, а на всех остальных вообще можно по кайфу играть. Я бы тоже сказал, кто мне больше не нравится, чем кто-то нравится. Только тут тоже надо подумать, а кто мне вообще не нравится. Блин, а у меня даже реально вообще ни одного агента не приходит на голову, кто там нелюбимый или любимый. Все нормально. И ко всем нормально отношусь. Так и запишем. Следующий вопрос от Тагира Врагим. С кем вы общаетесь из других составов Гамбит? Если общаетесь с кем-либо. Кости Апексеры. иногда общаемся. Общаюсь. Апексеры, и КСеры совсем чуть-чуть. Они А вот я сейчас, ни с кем. Хардеки, он сейчас часто играет в Valorant на стриме. Играли с ним? Ну я я прям не с ним еще нет. Давно играю. Он меня звал, но я тогда был занят. У нас турниры были, когда он стримил, и выходные. Да, мы по выходным вообще не играем. Следующий вопрос от Александра Лисина. Вопрос каждому игроку. Какой твой любимый жанр фильмов? Триллер, я думаю. Вообще любимого нет, но чаще я их смотрю. У меня либо Такой же есть, комедия, ну, триллер, да. У меня либо комедия, либо комедийный. Что-то из этого. Мне ужас нравится. Сейчас, фэнтези это типа вот это Marvel или это фантастика? Фэнтези — это «Властелин колец», фантастика — это Марвел. Все, фэнтези, значит. Про космос такие вот фильмы. Прям имба. Нет предпочтений. Стой, подожди, а разве про космос это не фантастика? Нет? Ну вот, допустим, вот эти записываю. Интерстеллар, Довод, вот такие все. Но это фантастика. А вот фантастика, значит, да. Следующий вопрос от Эндрю Драги. Какую музыку вы слушаете? Вот. Я Падя, меломан. Тоже Бадян всё. может с неким, так сказать, на одной волне ответить. Да, бля, меломан, да. Ну, я тоже все слушаю, но у меня есть предпочтение в виде альтернативного рока. Я слушаю Он все, слушает только татарскую. но я не могу запоминать название песен, А, кто вот. поет. У меня с этим проблем. Я и фильм то же самое с фильмом. Не знаю, А у вас- просто вот не запоминается. Ни А в у вас нет какую. разве предпочтений? То есть я, допустим, тоже могу все слушать, но у меня есть предпочтение прям вот одно направление, которое, ну, можно в любой момент, вот ты типа слушай, оно тебе всегда зайдет. По настроению все. Сегодня Ну, рок, завтра что-нибудь. У меня есть завтра такое в классика. плане... И у меня тоже как бы, я прям меломан, вообще могу все что угодно слушать, но в предпочтениях именно электронная музыка и в частности драм н бейс какой-нибудь. И последний вопрос от Вячеслава Тура. Пускай Богдан расскажет, как иметь и поддерживать такую же красивую бороду, как у него. Сама растет, сам не понимаю. Я ее сбрил, думал вообще поменять имидж. В итоге что-то вернулась родная через недельку. Поэтому, не знаю, просто следить, как-то ухаживать. Я просто никак, по факту, только подбриваю, делаю форму и все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если хотите увидеть больше видосов с нашей командой.